Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад, поворот событий. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что же будет меняться. А возможно, это та реальность, которая изменит и вас. Будем добрее и милосерднее к самим себе. Не стоит загонять себя в угол только лишь по той причине, что то, что мы увидим или услышим в этот период времени, никак не вписывается в наши планы. Это не означает, что мы не сможем добиться нашей цели, осуществить нашу мечту. Это лишь означает то, что нам нужно корректировать эти самые планы, адаптировать их или себя самого адаптировать к той реальности в целом, которая присутствует в данный период времени. Или если мы с чем-то не соглашаемся, то просто принять как та данность или реальность, которая существует в настоящем формате, то, что мы не можем изменить. Итак, давайте узнаем события ближайших дней, ближайшего будущего и с чем это может быть связано. У нас сегодня две колоды. По традиции это у нас и Таро, здесь у нас Таро ангелов и Оракул Ленорман. Давайте 4 карты мы достанем, не задаем вопросов и позволим картам провести нас той цепочкой развития событий, как они нам хотят раскрыть для вашего знака зодиака. Что же будет меняться или события ближайших дней? Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки, глядя на метафору карт, вы все же получите. События ближайшего будущего. События ближайших дней. И на колоде Таро. Поворот событий. С чем он будет связан? Или какой сферы жизни он коснется? Что больше для вас будет в приоритете? Возможно, это то, к чему себя придется адаптировать. От чего вы откажетесь, мои дорогие водолеи, или то, что вам придется несколько трансформировать, переделывать, как-то переигрывать? И что вам помогает, или то, что нужно услышать, принять во внимание, или что-то не пропустить. Ваши достижения, ваша работа, деньги. И второе, объединим личная жизнь и любовь. Достанем карту «Совет», откроем ее в самом конце. Давайте будем узнавать звезды. Для кого-то буквально переезд далеко, может быть очень далеко, или вообще смена места жительства. Для кого-то из вас это сфера достижений. Обратите внимание, две цифры 16 и 6. И если мы переложим эту карту, или цифры точнее, которые она содержит, на нумерологию 6, это всегда победа. И это победа, не которая к нам приходит вот так, из ниоткуда, а это благодаря тому, что мы что-то сделали правильно прежде. Или мы с чем-то сориентировались, определились, решили какой-то вопрос, и теперь можем себе сказать спасибо. Но опять же, перезагрузка, потому что если мы 16 сложим две цифры, мы получим 7. 7 – это духовное число, это, как искатель Грааля. Вот тот Грааль, который мы можем искать, как наша идея, наша задумка. Поэтому видеть как будто на расстоянии, или допустить альтернативный вариант развития событий и в то же время не отказаться от своей идеи или мечты. Здесь возвышенное и земное встречаются. И для чего это происходит? А потому что для вас открывается какой-то новый фарватер лет на 10-20. Всегда по аркану звезды проходит еще и расстояние по времени, причем такое долгое, как марафонский забег или какие-то ваши перспективы. И я могу предположить, что в эти 10 дней конкретизируется для вас что-то многообещающее или как новое качество жизни. Для кого-то это работа в интернет или посредством. И интернет, многое общение, об этом тоже говорит карта. Сияйте, как звезда. Кто-то может начать изучать языки очень активно, у кого-то язык программирования, или вы задумались о том, чтобы работать из любой точки мира. Вот все по аркану звезда проходит, и это очень символично вашему знаку зодиака. Почему? Все иррациональное, это где-то водолей. Но водолей – это еще и некоторые табу, поэтому не ставьте перед собой табу. Перед вами могут открыться такие возможности, которые будут означать что-то восхитительное, мои дорогие водолеи. А мы ведь можем упереться и сказать: а нет, вот я хочу вот только так.
и не рассматривать альтернативный вариант. Рассматривайте все. И это вам буквально помогает. Любовь. Может быть, любовь на расстоянии у кого-то. И даже если вы в данный период времени, 10 дней, для истории это вообще ничто. Не видите, как встретиться с вашим любимым человеком. Надо сказать, что и меня смотрят люди из разных стран, и в силу причин непреодолимых многих разбросало как и семьи, так и близких по разным странам, континентам. И, может быть, это вы хотите, наконец, съехаться вместе. И здесь вы будете продумывать, каким образом это осуществить. Аркан звезды все же говорит, это не так быстро, правда. Но или если это ваша любовная история, вы тоже можете где-то брать подсказку от этой карты. С одной стороны, это те отношения, которые, мы говорим, кармические. Зачем-то вы нужны друг другу. Мы не говорим, что вы пойдете под венец или будет какое-то, завершение такое или логический итог, который обязательно со знаком плюс. В нашу жизнь входит много разных людей, и кому-то суждено задержаться в нашей жизни и надолго, возможно, на всю жизнь. А кто-то приходит на определенный период времени, потому что мы нужны друг другу. Вот такие отношения могут у вас проигрываться в эти 10 дней. И я должна сказать, вообще очень добрые энергии, потому что, как и по части ваших достижений, о чем нам говорит карта звезды, так и по части личной жизни все-таки аркан сердца, признание в любви, это комплименты. Это добрые энергии, которые направлены в отношении вас. Ну и где-то вы будете готовы тоже дарить любовь. А для тех, кто один или одна, самое время задуматься, а насколько долго я готов продолжать это одиночество. А может быть, настала пора несколько изменить свой кругозор или горизонт и поменять социум, поменять общение, может быть, да, расширить сами по себе границы общения. И я не знаю, конечно, насколько это продуктивно. На мой взгляд, я придерживаюсь той позиции, что мы не должны себе навредить, мои дорогие, знакомясь, к примеру, в интернет. Потому что вы не видите человека, увы. Скамеров очень много. Это те люди, которые втягивают как и мужчин, так и женщин в многообещающие отношения, строят вот такие хитросплетения. Им доверяют, а после все заканчивается деньгами, и люди теряют деньги. Поэтому замечтаться нельзя. Но рассматривать знакомство, интернет прекрасно, на мой взгляд, уча языки или изучая культуру разных стран, разных народов. Это всегда интересно, это нас обогащает. Поэтому все то, что нас, говорят, не убивает, то делает нас сильнее. Поэтому все то, что нам не вредит, мои дорогие, это все способствует как и вашим новым возможностям, а может быть и увидеть эти самые альтернативные варианты, и их ведь еще нужно рассмотреть. Вот такие захватывающие, интересные, добрые энергии могут присутствовать в эти 10 дней. События ближайших дней, а ключи все в ваших руках. У кого ключи? У Иерофанта. Это то, что по судьбе мы говорим. Почему часто это аркан, это уже Таро, с ключами и прорисовывается Иерофант. И где-то это преддверие новых возможностей, бубны. Это деньги, это документы, это важные события. И если мы опять же на цифры, что-то должно быть продолжено. 8 и 33. Если 33, сложим 6. Опять же, победа. Какое-то успешное завершение. Или это вы с кем-то договариваетесь, это вы находите ключики, или открываете этим ключиком нужную дверь. Кто-то ищет ключи, как будто, да, может быть, у вас много таких ключей, но какой применить конкретной двери? А кто-то ищет эту дверь как возможность. Куда я могу войти? Какая моя траектория будет наиболее предпочтительная? Такое тоже может быть, потому что это, опять же, как и аркан звезды, так и число 8. Если мы перевернем, мы получаем символ бесконечности или знак мага, лемниската. Поэтому очень такие многообещающие, правда, могут быть события в этот период жизни. Все и зависит от вас. Хотите ли вы взять этот ключ и открыть определенную дверь? Мы должны с чем-то определиться. А если мы не знаем, если мы, где-то не ставим перед собой даже грандиозных планов, а для вас как раз с учетом всех карт очень полезно строить такие планы, но потом их адаптировать под ту реальность, в которой вы находитесь,
искать методы, вот новые методы, как достичь того, что я хочу, и при этом быть гибче. Это все то, что вам помогает. События ближайшего будущего. Безусловно, это у нас черви, и у нас изображен аист, и правда какие-то отношения могут быть продолжены. 17. Здесь у нас D это означает дама, поэтому это действительно личная жизнь и какие-то контакты. Но, кстати, аркан сердца тоже имеет, если мы про нумерологию, 24, опять же 6, и валет. Валет, примите во внимание, валет это то, что еще пока не определено окончательно. Валет это еще некоторая такая субстанция, ну, можно перенести образно это на человека, когда еще нет четких определенностей. Есть предпосылки, но еще какая-то траектория до конца не ясна. Человек может менять где-то планы, вы можете тоже менять планы, что-то вы будете еще переделывать, трансформировать. Вот я могу даже предположить, если меня смотрят мужчины, это ваша какая-то, может быть, заинтересованность в конкретном человеке. Вы хотите с ним продолжать контакты. Для вас, мои дорогие девочки, это какая-то история любви, ну, может быть, с подарками, со знаками внимания, с признанием в любви. И вам хочется это продолжать. Но примите тогда к сведению, что у человека все же могут меняться планы. И не обязательно это будет зависеть от того, что он какой-то хитрый план в отношении вас имеет. Нет, его жизнь может меняться. Она тоже может трансформироваться за счет внешних событий, и поэтому быть гибче нужно. Поэтому держите руку на пульсе, сохраняйте себя сами. И если мы вернемся к нашей карте аист, один аист, есть оракулы, где два аиста у Ленорман, но именно здесь один. И да, для тех, кто один или одна, может карта говорить о том, что ты готов завершить одиночество или нет. И если вот это 17 в итоге нам дает 8, поэтому кто-то выбирает буквально, ну, как быть отшельником и жить самому по себе. Или вы бы, может быть, и не выбрали это, но вы никак не можете решиться расширить круг общения, к примеру. Или выйти буквально, как у Бродского есть стихотворение «Не выходи из комнаты». А смысл-то там обратный. Пока мы на что-то не решимся новое, пока мы не сделаем первый шаг судьбе навстречу, так и ничего не будет меняться. Поэтому здесь может затянуться как и ожидание где-то без вашей решимости, или мы можем где-то продолжать прокрастинировать, и этот момент тоже надо учитывать. Но и вместе с тем есть те отношения, которые должны быть продолжены. И я могу предположить, пусть это не та любовь, которая переходит у кого-то из вас, но в тот формат, когда мы оформляем уже отношения, иными словами, бракосочетание, все же личная жизнь не на последнем месте, мои дорогие водолеи. Но, значит, вы нужны с партнером друг другу для чего-то. Вы для него словно учитель, вот этот иерофант, а он для вас. Поворот событий. Император. Все серьезно. Здесь властные структуры или провластные структуры, здесь могут быть чиновники. По этой карте это и ваша сильная позиция, но будьте мудрым императором. Мудрый император, он поставил перед собой цель, но он знает, есть два момента очень важных, которых он не может изменить. Первое – это мнение людское, а второе – это обстоятельства. Поэтому он готов корректировать собственные планы, чтобы основная цель была достигнута. Поэтому вам карта говорит, при любом повороте событий сохраняй собственную целостность. У тебя сильные позиции, но договариваться придется. Тебе придется адаптироваться и конкретно в этой карте организация жизни. Поэтому, если мы адаптируемся к внешним событиям, то в последующем, буквально первые шаги, мы организовываем свою жизнь по-новому. И это еще карта структуры, конкретно прописана, и лидерства. Это где-то ваше лидерство, но тоже более мудрое, более гибкое. А если мы говорим про структуру, уважайте власть. И тогда уважайте закон. И тогда закон будет защищать вас буквально. И если у вас, мои дорогие водолеи, в этот период времени на повестке дней стоит такая задача договориться с руководителем, что-то обсудить с чиновниками или с людьми, которые имеют, может быть, много таких контактов, имеют рычаги влияния. Но для вас просто необходимо быть гибче.
Мы там больше дипломатией пользуемся. Где-то вот эти ключи, они и будут находиться вот в этой гибкости и мудрости. Мы сумеем открыть любые двери. Мы сумеем договориться на любом уровне. И тогда наши собственные эмоции, а таковые могут быть присутствовать по карте император. Это как есть два мнения, мое и неправильное. Поэтому будьте гибкими, мои дорогие водолеи, императорами. Поворот событий может быть, а ведь это старший аркан, совершенно непредсказуемый. И когда мы сохраняем свои наилучшие качества или свои сильные позиции, лидерство, это не значит, что мы кому-то доказываем что-либо, а мы как раз обустраиваем свою жизнь в более удобном для нас фарватере, чтобы каким-то далеким планом самому себе не помешать. От чего вы откажетесь или вам это придется менять, трансформировать, то действительно тысячи неопределенностей, еще пройти какой-то путь, когда мы словно идем в сумерках, или мы идем как в потемках. Мы видим вот этот конечный пункт, или мы видим, что в конечном итоге мы хотим достичь. Это присутствует в нашем сознании, но этого пока нет в реальности. И иными словами, по Луне это есть очертания, но нет конкретики какой-то. И поэтому, если от чего вы откажетесь, с одной стороны, это вы будете что-то прояснять однозначно в эти 10 дней, потому что всегда есть две колонны. Одна темная, а другая светлая. Одна как будто то, что скрыто, или это называется причина, а то, что явно, это уже какое-то следствие. А также это проходят и люди разные, с которыми мы тоже можем контактировать, но они нам тоже всей правды не говорят. Поэтому по этой карте идет и интуиция, и одновременно иллюзия. Не путайте с розовыми очками или с какой-то, наоборот, глубокой ненужной философией интуицию. Интуиция – это как высшее знание, это как ваш интеллект и одновременно опыт. Но опыт не через эмоции, а это где-то наши прежние ошибки, которые мы не должны повторить. И вот искусство мелких шагов по аркану Луна нам и карта как бы советуют, потому что от чего вы откажетесь, а еще непонятно, на что согласиться или от чего отказаться. И может быть вот эти аккуратные шаги, когда мы ступаем аккуратно, но уверенно и смотрим, сделали шаг, и нам нужно отдышаться, осмотреться, что происходит вокруг, в каком моменте здесь и сейчас вы сами находитесь, и правда куда-то не торопиться, себя самого несколько перестроить. Что вам важно услышать? Ух ты, еще один старший аркан. И, конечно, по этой карте, она называется 15-й эго в этой колоде карт и, безусловно, материализм. Поэтому вопросы денег, ну и как вот этот ключ, решить какую-то задачу, у вас есть такая возможность. Но есть, опять же, иллюзии проходят. Поэтому, наверное, сам ангел, обратите внимание, в этой колоде не в каждой карте есть ангел. А здесь вот, посмотрите, ангел в виде даже где-то нашего эго, но то эго, которое мы должны, ну, не ставить во главу угла. Да, эго – это то, что мы хотим осуществить, это какой-то план, но мы не настаиваем, мы, ну, буквально не упираемся в видение вещей, наше собственное. Мы более гибки и адаптивны, и это же касается по аркану император. Тут сама структура в виде ангела. Или мы говорим, если ты не нарушаешь закон, закон помогает тебе. И, может быть, даже вот эта неопределенность. Мы тоже себе где-то способны помочь, и ангелы нам помогают, если мы, опять же, гибче, если мы где-то искусством мелких шагов пользуемся, умеем рассмотреть, куда нам нужно идти, а куда нет. И, кстати, по аркану Луна себе не навредить. Если вы, мои дорогие водолеи, оказываетесь в толпе в это время, в эти 10 дней, помните, вам в другую сторону. Здесь лучше быть самому по себе. Меня несет толпа, вы собой не управляете. А вам нужно как раз управлять и подмечать все то, что происходит вокруг вас. Поэтому упорствовать на чем-то точно не в эти 10 дней. Плохая практика. И избавиться как и от иллюзий, так и от какого-то напора. А сильные эмоции могут быть. И ангел нам, обратите внимание, птица в клетке. И мы можем быть словно птица.
из-за своих собственных убеждений. Нам ангелы уже открыли эту клетку. Вроде клетка золотая, или это то место, где все надежно, все у нас просчитано. Это то, к чему мы привыкли. Всегда ведь по 15-му аркану проходит зависимость или сила привычки. А здесь не в силе привычки дело. А здесь буквально, может быть, выпорхнуть надо и рассмотреть все то, что я говорила. Какие-то альтернативные варианты. Вам буквально помогает, когда вы себя, может быть, уговариваете на то, что пусть это не вписывается буквально в ваше сознание, или то, что происходит никаким образом, вы не можете переложить на справедливость, да, будем говорить. Тем не менее, что случилось, то произошло. И нам нужно адаптироваться к этой реальности. А в нас могут бушевать вот такие сильные эмоции, которые проходят по 15-му аркану. Но они нам не помогают, они нас держат заперти. Может быть, и для вас, для кого-то из вас, это те обещания, может быть, и конкретного человека, и неважно, личная жизнь или обещание по работе. Может быть, обещали одно, а по факту что-то совсем другое. Тогда пора рассматривать новые варианты. Иными словами, оставлять вот эту клетку. Это вам помогает. Давайте посмотрим сферу ваших достижений. Но на самом деле выйти судьбе навстречу. Вам ангел выходит навстречу, но решиться на что-то стоит. И это по вашим достижениям. Для кого-то из вас вверху аркан император вам могут предложить новую должность. Может быть, и какие-то перспективы по работе. Или если вам один чиновник сказал «нет» в оформлении документов, или что это не может быть, обратитесь к специалистам, попробуйте альтернативные варианты использовать, и тогда вполне вероятно будет «да». Или возьмите вот как это значение ключ, когда мы просто ищем путь, возможность, или для себя наиболее употребимый или продуктивный фарватер наших достижений, нашей работы, или то, что может быть для нас интересно. Но все же по 8 воды мы ищем выход, и мы его находим, хотя при этом, однако, мы отказываемся вот от этих 8 кубков. Поэтому вполне вероятно та ситуация, которая у вас проигрывается, что что-то завершается. Или мы выходим из этой клетки или видим реальность таковой, какая она есть, присутствует. И пусть она нас не устраивает, пусть она нас ставит в тупик. И, может быть, какие-то вопросы вас в подвешенном состоянии словно держали. Может быть, и какие-то договоренности, может быть, и ваша зависимость от кого-то или от чего-то. А теперь вы от этого отказываетесь, потому что чувствуете себя, ну, как я уже заложник своих собственных неправильных мыслей или обещанного мне. Вот насчет обещанного будьте аккуратны. Правда, мы ведь часто ждем, потому что мы сами так не поступим. Если мы, к примеру, что-то пообещали, мы держим свое слово. И мы глубоко убеждены, что люди поступают так же. А люди поступают так, как им удобно. Вот и все. И мы это пустое ожидание можем продолжать до бесконечности. Ну как? Ну так не может быть. Мне человек не сказал «нет». Но он мне сказал и «да». Поэтому я так вижу, какая-то двойственность у вас должна быть закончена. Вы делаете действительно выбор. И у кого-то этот выбор по работе, у кого-то по личной жизни, а для кого-то это еще и выбор, который будет связан с переездом. Какая-то поездка, вполне вероятно. Но это тогда все в плюс, мои дорогие, потому что у вас очень важно верить в свою мечту. Я говорила об этом в самом начале. И вот такие непростые могут быть эти 10 дней, когда вам придется многократно что-то анализировать. Но анализировать это, опять же, не самокопание, а это когда мы как тезис-план новый пишем. Это как расчертили на 2 части лист. С одной стороны мы пишем «да» или то, что «за», а с другой стороны мы пишем «нет». И, может быть, на следующей странице к чему это может привести. Мы просто просчитываем, мои дорогие, и слушаем собственный интеллект или интуицию. Вопросы личной жизни. Прокрастинация. Я уже говорила об этом. Она должна быть завершена. Нам показана витрина, а за ней 7 кубков. И мы можем любоваться, глядя на эти 7 кубков или на эту витрину. Но нам она показана такая, запылившаяся. И это карта выбора. Выбор.
вы должны сделать. И карта прописывает: не анализируй слишком. Значит, не должно быть затянуто какое-то ваше обдумывание или решение. Да, мы можем думать слишком долго на самом деле, хотя физиологи подметили, что наш мозг принимает за считанные секунды решения. А мы сами как будто себя останавливаем именно потому, что надеемся, что человек вернется или сложится какая-то, или свернется, опять же, прежняя ситуация, обстановка, а карта нам говорит: не жди того, кто не придет. Или, может быть, не стучись в стену в надежде открыть дверь. И вполне вероятно, если тут ведь у кого чего может касаться, и в самых разных сферах жизни, пусть мы смотрим на любовь, у кого-то, правда, это те отношения, которые, ну, ни к чему не ведут, нет прогресса. Вы окончательно утратили друг с другом взаимопонимание, и значит, все равно нужно решиться. Вам нужно свою жизнь сделать более упорядоченной, более ясной. Есть то, что нужно прояснить, и идти уже вперед, а не ожидать. Не ожидать, что человек изменится, или он откликнется, может быть, так. Мы можем быть в плену своих иллюзий, есть такое. Поэтому расставьте все точки над «и», мои дорогие водолеи. Давайте мы откроем, что же вам буквально помогает. Вот интересно, да, семерка мечей или семерка воздуха иногда называют, пусть не в этой колоде, карта вора. Поэтому бдительность вам все-таки помогает, это я должна сказать. Но неоднозначная ситуация. Мальчик и девочка. Но девочка, почему-то свернувшись калачиком, так вот одиноко спит на этой голой скамейке. И действительно одиноко, холодно. Она маленькая, но она как воин. Вот этот меч наготове приготовила. И в любой момент она готова парировать. А мальчик аккуратно подкрадывается, пока она спит. И почему-то мы замечаем в корзинке возле девочки 2 яблока, а у мальчика 5. Явно был какой-то спор, хотя была прежде и дружба. И, видимо, мальчик предпочел яблоки, материализм, вот тем искренним отношениям, которые, возможно, были. И семерка, ведь это всегда дисбаланс. Если мы говорим про баланс, мы представляем всегда весы. Вот представьте, что если мы положили на одну чашу 3, значит, на 3 мы должны положить и на другую чашу. 7 пополам никак не делится, но значит, есть какой-то камень преткновения или какой-то пункт, который нужно было решить именно в балансе, или разделить как-то, или договориться, но этого не произошло. Или конкретно мальчик хотел схитрить. И, мои дорогие водолеи, примите опять же во внимание, что мы можем быть с любой позиции этой карты. Вы можете быть той девочкой, которая, как маленький воин, настороже и никому не верит. А мы можем быть и мальчиком, когда понимаем, что ж я наделал или наделала. Ну, как-то переусердствовали явно мы в каком-то материализме или совершили ошибку. Эта карта не исключает, что мы можем договориться, мои дорогие. Мы можем. Мы можем совершить какой-то важный разговор и принять во внимание. Не значит, что мы буквально там шаркаем ногой и 1000 извинений. Но важный разговор, когда признать ошибку и сказать: я был неправ. Это не значит, что уронить собственное достоинство. Это значит, что сделать попытку найти взаимопонимание с тем человеком, который вам дорог. По крайней мере, в этой карте сам ангел стоит за этими детьми, и высшие силы предполагают, что это сделать возможно. Насколько откликнется другой человек, нам карта не говорит, она просто дает подсказку. Но есть и то, что в ваших силах все же предпринять. Мы признаем свои собственные ошибки по этой карте и не повторяем. И опять же, если есть то, что следует продолжать, мы пытаемся как-то исправить. С другой стороны, мы делаем выводы, если это мы, словно маленькая девочка, вот в таком состоянии воина, настороже, насколько вы будете доверять человеку или нет, это вопрос лично каждого. А вверху эго. Здесь эго может помешать, но здесь может быть и двойственная ситуация.
И ретро-Венера, мои дорогие, может вернуть те отношения, когда вы прошли какой-то очень сложный путь. Вам что-либо человек обещал и потом пропал. Или не сдержал эти обещания, и вы остались один на один с какой-то проблемой или темой, или он ушел по-английски, и вы не могли определиться, как к этому относиться. Я могу предположить, пусть не для всех, но ретро-Венера может вернуть такого партнера, пусть для одного или для двух, это важно услышать, но все же человек понимает, что он действительно совершил какой-то ляпсус и будет теперь пытаться вернуться в вашу жизнь. Но вы, я могу предположить, к этому времени уже сделали выводы и идете дальше. И с учетом вот этого 15-го старшего аркана вы уже можете никому не верить. Мы все разные, мои дорогие водолеи. Переложите эту карту на ту составляющую жизни, которая присутствует в моменте здесь и сейчас, лично для вас. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.